Олег Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Может быть, это не очень видно, но мы находимся в той части города, которая появилась совсем недавно. Зенит-арена, пешеходный мост к ней и финальная часть западного скоростного диаметра. Еще 7 лет назад это все казалось будущим. И вот сейчас мы здесь, поэтому хотела бы вопрос вам задать по линии, может быть, ретро-футуризма. 50 лет назад, когда вы представляли Санкт-Петербург, таким ли вы его представляли, как мы видим сегодня? Ну, если честно, 50 лет вы уж махнули. Я, конечно, 50 лет назад о Петербурге думал скорее как архитектор, практик, но архитектор-объемщик. И я занимался проектированием отдельных зданий, больниц и кинотеатров, жилых домов, торговых центров. Как бы думать о городе как о пространстве, в котором можно и нужно реализовывать градостроительные идеи, я, конечно, начал позже. Это, в общем, началось, ну, будем говорить так, в 92-м году, с 92-го. Все-таки это всего 30 лет назад. Хотелось бы, чтобы город рос динамично и чтобы в нем появлялись, когда вот пришло осознание того, что он собой представляет с точки зрения транспорта, с точки зрения сравнения с другими европейскими городами, куда завел нас социализм и что мы пока не развили в нашем городе. Все равно он таким не представлялся. Больше думали о центре и больше думали о, наверное, окраинах. Эти территории казались такими заповедными, в общем, куда не хотелось приходить с такими серьезными сооружениями. Но все равно здесь же был другой стадион, он был такой из земли рос, в общем, здесь все было такое тактичное. Это сейчас все немножко такое очень сильно урбанизированная среда. Но она говорит о том, что город, а вот там еще есть у нас Газпромовская башня, и, в общем, город здесь обретает какое-то иное лицо будущего. Олег Андреевич, карьерные лифты – это в том числе ваша история. Да. В 1988 году вы были руководителем архитектурной мастерской в Ленъе-проект, и вы перешли на должность заместителя главного архитектора Ленинграда. Как это произошло? Ну, это всегда происходит с телефонного звонка. Раздается телефонный звонок от директора, и директор говорит: знаешь, вот такие обстоятельства. Мы решили, в общем, Сергей Иванович Соколов, главный архитектор города, ему нужен заместитель, который бы взял на себя вот такие-то, такие-то вопросы. Мы вот здесь посмотрели, партбюро позаседало, и принято решение, в общем, рекомендовать тебя на эту должность заместителя главного архитектора города. Давай, связывайся с секретарем Соколова, он назначит тебе время, иди на смотрины. Ну, собственно, вот так и происходит. Никаких слухов, никаких каких-то там намеков, кто-то там сторонний звонит. Нет, такого не было. Просто позвонил директор и сказал. Через день я уже встречался с Соколовым. Он долго очень мне рассказывал о том, как он выбирал, как он принимал решения, какие были кандидаты. Ну и, в общем, объяснил, почему он остановил свой выбор на мне. Почему? Ну, я высокий, красивый. Это бесспорно. Ну, конечно, это шутка. Понятно, что это была такая коллективная позиция людей старше меня. Понятно, что, видимо, они во мне увидели цельного человека. Человека, обладающего какой-то, профессионализмом высоким. Уже к тому времени, мне было тогда 39 лет. Я уже 14 лет проработал в Ленпроекте. Ну, видимо, как я говорил, как я выступал, как я защищал свои проекты, как я выходил на градостроительные советы, какая у меня была репутация. Все это сложилось. Все это сложилось. Ну, я же, как сказать, сказал вначале, что я себя считаю цельной личностью. Я себя считаю целеустремленной личностью. Я никогда не делал никаких специальных движений для того, чтобы расти по этой карьерной лестнице, потому что мне казалось, я пришел в архитектуру человеком, который чертит, человеком, который любит чистый лист бумаги, человеком, который любит двигать решины и треугольником, который любит чертить и создавать дома.
Мне это очень нравилось, мне большего не нужно было. Даже тогда, когда я вырос до руководителя мастерской, это уже было серьезное обременение, потому что руководитель мастерской, его уже оттащили от чертежного стола. Его уже оттащили, его заставили ходить на бесконечные оперативки, решать вопросы со смежниками и так далее, и так далее. Не за свои проекты, а за проекты своей мастерской. А у меня была номенклатура, там, когда я пришел, 26 проектов. Да, вот, и по каждому из этих проектов были свои проблемы. Я должен был в каждом из них поучаствовать, снять эту проблему или решить ее внутри мастерской там, и так далее. Наверное, мне это удавалось. Был план, который надо было выполнять. И у меня не было цели прийти в эту ипостась. Не было, потому что она не очень, может быть, даже привлекательная. Может быть, она такая престижная с точки зрения ленпроектовских каких-то вот категорий, потому что, да, были мастера, там тот же Матусевич, там был Жук, был тот же Юшканцев, Полторацкий, Апостол, были мастера, руководители мастерских, это были громкие имена. И, в общем, у меня тоже стало появляться имя, когда я стал руководителем мастерской. Но здесь вот меня взяли, оттащили и уже пригласили уже в другое место. Какие задачи у вас были, когда вы стали, по большому счету, чиновником, да? По большому счету чиновником, да, безусловно, это уже другая абсолютная ипостась, совершенно другая. Вот вас пригласили именно заместителем для решения каких-то определенных задач. Сергей Иванович был до мозга костей градостроителем. У него была карьера совершенно особенная. Он пришел в эту должность из должности директора института Гипрогор. Гипрогор – это институт, который занимался проектированием городов для практически большой части страны. Север, юг, то есть восток. Может быть, они там не работали на Украине там, или в Белоруссии, но вот они работали в российской территории, в российской части, плюс они работали во Вьетнаме, плюс они работали на Кубе. Они сделали много генеральных планов городов, но они не работали для Петербурга, почти не работали, там минимальное количество. Но там они вырастали профессионально, они были градостроителями. Сергей Иванович был таким человеком. Он к этому моменту, это был 3-й год его работы в этом качестве главного архитектора. И ему нужен был соратник, который взял бы на себя тему объема. И, как я вам сказал уже, да, есть, вот в спорте есть там бегуны-стайеры, бегуны-спринтеры. Также у нас в архитектуре есть объемщики, а есть градостроители. Объемщики засел и за год сделал проект. Градостроитель может работать 10 лет и не увидеть даже результатов своего труда, потому что он охватил, ему поставили задачу, он охватил огромную территорию, там, не знаю, там 500 гектаров. Когда она будет освоена, почему не осваивается, или какие искажения по ней пройдут, что произойдет через 5 лет после начала, какая власть сменится и так далее. Это все градостроительство. Градостроительство немножко другое, это другие темпы, другое сознание. И вот он этим занимался. Он занимался с генпланом города, а у него нужен был ему помощник по объемному проектированию, по согласованию, по рассмотрению того огромного потока проектов, который шел через главАПУ. Тогда это было еще главАПУ, называлось Главное архитектурно-планировочное управление. Я взял на себя эту функцию. Он мне сказал: ты сможешь, вот тебе в управление застройки в подчинение, все районные архитекторы плюс все начальство управления застройки вот тебе в подчинение, и начинай работать. Не ходи ко мне, сам принимай решения, бери на себя ответственность, я буду заниматься генеральным планом. Вот мое пространство, это институт генплана, я должен делать сейчас новый генеральный план города, потому что впереди окончание срока действия этого, и мы должны уже смело закладывать дальше. Это был 1988 год. Еще были мечты о том, что у нас еще будет все так, как и было до сих пор. Генеральный план 2005 года, он как-то связан с тем генеральным планом, о котором вы рассказываете? Я говорю не о том, что был уже генеральный план. Он не разрабатывал генеральный план как таковой, они искали подходы. Генеральный план 2005 года уже разрабатывался при мне, по моему заказу и по моим, так сказать, по моим идеологическим установкам. А Сергей Иванович это 88-89
90-91 годы. Вот 4 года Сергей Иванович занимался этим. Он 7 лет был главным архитектором. И он тогда формировал развитие северной части города. Ведь, понимаете, всегда происходит сдвижки. Генеральный план – это есть некий документ, это все бумага, которая висит на стене. Потом всегда происходят какие-то поправки. Какой-то завод потребовал расширения, куда-то изменили проспект, где-то не стали строить мост, где-то не стали строить развязку. Надо разместить такой-то объект и такой-то. И это все текущие изменения, на которых надо принимать огромное количество решений. Он этим занимался. А я занимался отдельными домами, отдельными зданиями. Ну, времена стремительно менялись. И да. В 1991 году решением Анатолия Собчака вы были назначены главным архитектором города, а затем стали вице-мэром по градостроительной политике. Итак, вы главный архитектор, перестройка, вы энергичный мужчина в красивом пиджаке, это видно на фотографиях. И Было. с чем вы столкнулись, заняв этот пост? Как бы это как-то объяснить? Наверное, какой-то демпфер, уже смягчающий вот это столкновение, уже он был, потому что то, что произошло в стране, оно начало происходить еще во времена, когда я был заместителем, когда еще Соколов был главным архитектором, и мы это ощутили на себе все, мы стали осознавать, что же произошло. Но если честно и быть искренним и откровенным, а поскольку я такой человек, еще романтическая натура, немножко я хотел бы объяснить, что я был назначен на эту должность, потому что новое руководство города не видело в ней Сергея Ивановича. Не видело в ней Сергея Ивановича. Им казалось, что Сергей Иванович несет в себе как бы вот эти консервативные взгляды человека, приверженного плановой экономике. А плановая экономика, она пшик, и она исчезла. Люди, которые занимались генеральным планом, люди, которые занимались развитием города, они, безусловно, не могли жить без плана, они не могли жить без директивы, они не могли жить без того, чтобы власть им говорила: ребята, нам нужно столько, столько и столько, а теперь мы будем делать вот это и вот это. Все повисли, как бы вот ножками болтали в вакууме, таком, всех подняли и никак не могли опустить на твердую землю, потому что власть отошла от этих проблем. Она отошла, надо было все вообще менять, надо было все начинать по-новому. Но это мы осознали еще тогда, когда я еще был замом, мы это уже начали осознавать, потому что все наши попытки объяснить той администрации, что, ребята, надо же какие-то принимать текущие решения, вы должны нам помогать, мы должны понимать цели своих действий, вы должны нам какие-то устанавливать директивы, вы должны нам говорить: комитет по экономике, ну-ка скажите, а сколько, как нам нужно вообще-то, а какая будет промышленность, а что будет продолжать расти, а что нет, и так далее. Все молчали, все говорили: нет, мы не знаем ничего. И вот в этих условиях, в общем, я был назначен главным архитектором скорее как человек, который, по мнению Анатолия Александровича, был способен воспринимать адекватно те изменения, которые происходили в стране и в городе, и который, имея профессиональные убеждения, профессиональный какой-то уровень, все-таки стал бы перестраивать самого себя и все это профессиональное сообщество, и всю эту идеологию архитектурную на какие-то более современные рельсы, приспосабливая их к тому, что произошло в государстве. А оно произошло не по нашей воле, оно произошло потому, что там где-то, вот, так сказать, поменялось все. И вот тогда на этом посту как раз вы увидели, как вот эти две парадигмы столкнулись. Парадигма нового времени и парадигма времени проектных институтов. Да. Вы увидели те проекты, которые проектировались всеми проектными институтами в советское время в Ленинграде, которые касались застройки города. Как это было? В одночасье, знаете, как лопается мыльный пузырь? Вот так вот он такой красивый, там большой, так летит. Брызги такой... потом летят. Что? Брызги летят после А потом того. так кто-то чпок пальцем дотрагивается, он чпок, и его нет. Вот примерно так произошло с государством как участником застройки города, как главным действующим лицом в
организации всего этого процесса, всех этих циклов, всех этих огромных инвестиционных потоков, государство исчезло. Оно сказало: все, мы не будем, у нас нет бюджета, у нас вот дай нам Бог протянуть еще год, вот, у нас нам картошку не на что покупать, у нас людей нечем кормить, значит, мы сигареты, были сигаретные бунты были тогда, водку по талонам выдавали, хлеб был. Я помню, как к нам приехали голландцы, я еще был замом Соколова, приехало 2 автобуса голландских специалистов, пришли ко мне в кабинет, я им долго рассказывал, у меня висел генеральный план города в кабинете, значит, и долго рассказывали, а мы про вот эти методы застройки, квартальные и прочее, и они говорят: мы бы хотели посмотреть. Я им рассказывал про кварталы, про районы, про то, как мы комплексно застраиваем. Ну, вы знаете, жило тогда все равно, во мне еще все равно вот эти вот homo советика, они все равно существовали. А куда было деваться? Новое сознание, его так просто выключателем не изменишь. А я рассказывал, понимая, может быть, что уже проблем очень много, и понимая, что то, что было, оно уходит или уже ушло окончательно, но о том, как было, я рассказывал. Да, вот мы так застраивали. Они говорят: можно мы посмотрим на это? Хорошо. Я жил тогда на Ржевке, на проспекте Косыгина, в 16-этажном доме. У меня там была та самая кооперативная квартира на 14 этаже. И подо мной был большой торговый центр. Говорю: хорошо, давайте посмотрим. Я этот квартал, естественно, я всю эту территорию хорошо знал. Давайте поедем прямо вот на Невский, выедем прямо через мост, по мосту Александра Невского и прямо туда приедем. В общем, полчаса пути. И мы туда поехали. И объехали этот квартал, показал им дома. А потом, значит, вот, в торговый центр можно зайти? Можно зайти. И вот мы заходим в этот торговый центр. Универмаг. Универмаг. Не универмаг, а гастроном. Гастроном, торговый центр, гастроном, в котором покупалась булка, там, не знаю, сахар. Это пространство было пустое абсолютно. Стояли вот эти вот холодильные ванны, да, вот как они там, такие вот холодильные ящики, стояли пустые, а на полках были синие медведи. Такие вот, знаете, из 3 шаров состоящие такие вот медведи с лапками круглыми, синего цвета почему-то. И их было бесконечные ряды. В одном углу была очередь за хлебом, в другом углу была... еще что-то продавали, что-то было там, выдавали по талонам. Все, это был торговый центр, это была наша жизнь. И вы этого не знаете, но так оно было. И в это время я становился главным архитектором города. Вот, поэтому государство исчезло из застройщиков. До этого ведь ему принадлежало все абсолютно. Да? Ему принадлежала земля, ему принадлежали финансы, ему принадлежали планы, ему принадлежали наши мозги, ему принадлежала наша жизнь, потому что мы жили той степенью свободы, которую нам, собственно, выдавали. В обмен на эту зарплату нам выдавали вот эту степень свободы. Нам говорили: да, детский сад бесплатно, это бесплатно, да, машина более-менее дешевая, бензин вообще там копейки стоит и так далее, и так далее. Да, живите такой жизнью, но работайте на государство, верьте в это государство, оно вас, в общем, любит. В общем, оно вот так любило. Примерно так. Поэтому был период, когда вообще все оказались подвешены в воздухе и не знали, на что мы опустимся, на какую твердь. Я хочу еще задать вопрос о том впечатлении, когда вы начали знакомиться с документами, с проектированием различных объектов в Ленинграде, сделанными проектными институтами. Да. И это были какие-то невероятные объемы работы. Да. Да? Как это было? Это было, наверное, на 2-ю или 3-ю неделю пришествия меня вообще в должность заместителя главного архитектора. Сергей Иванович сказал: слушай, сейчас тебе принесут из управления застройки там документы, ты их посмотри. В общем, можешь не вникать, в принципе, подписывай, это твоя ипостась, так сказать, вот подписывай, посмотри. Я распорядился, чтобы тебе это все занесли, поймешь, над чем мы, собственно, работали, над чем город работал. Позвонил начальник управления застройки, сказал: давай, заноси. И, в общем, открывается дверь,
и ко мне входит целая шеренга молодых людей и пожилых, в общем, и все несут такие коробки, картонные коробки, наполненные огромным количеством вот этих дел. Раскладывают это на длинном столе, совещательном столе. В кабинете был мой стол, а потом был такой длинный совещательный. И раскладывают, я, конечно, в ужасе спрашиваю, что это такое, а мне стали объяснять, что это документы на списание, это проектная документация, согласованная, так сказать, разрешенная к реализации, но на списание, потому что строить этого никто не будет. Это промышленные предприятия. Каждое министерство, каждое ведомство страны, федерального значения, союзного значения, какого угодно, все имели в этом городе свои планы, свои объекты, им выделялась территория, им выделялись деньги на проектирование, на это тратились, у них же у всех были ведомственные институты. Понимаете, любое министерство имело свои, у нас было 96 проектных институтов в городе, в которых работали архитекторы. Это я потом уже узнал, до этого мне в голову не приходило. Потом уже, когда они стали ко мне носить свои работы, я об этом узнавал, а потом уже стал читать документы и так далее. Вот этот массив работы, которые они сделали там за 10 лет, и стало очевидно, что это никогда уже построено не будет, но это числится, и территории за этим закреплены, это надо освободить, списать. Понимаете, когда есть 3 гектара территории, на которые предполагали построить какой-то свечной заводик очередной для производства какого-нибудь подъемного оборудования там, или еще чего-нибудь, и эта земля зарезервирована, то на нее новый объект не поставишь, пока не спишешь предыдущий объект. И вот этим я занимался. Вот это было поразительно. Но это открывает глаза, в принципе, на эффективность, конечно, эффективность того государства. Не на эффективность людей. Это ни в коем случае не умаляет их труда, ни в коем случае не делает их жизнь бессмысленной, ни в коем случае не делает их жизнь никчемной. Они просто вынуждены были это делать. Они все работали в Министерстве мясо-молочной промышленности, в Министерстве средств связи и так далее, и так далее, и так далее. И делали эти бесконечные проекты, потому что ни одно министерство не могло сказать в ЦК или где-нибудь в Совмине: все, ребята, мы ничего строить не будем. Все, наши программы кончились, мы развиваться не будем. Они все развивались, они придумывали себе темы, утверждали их, получали миллионы на проектирование, и эти мужчины, женщины, молодые и пожилые, все они проектировали им вот эти заводы со слезами, не знаю, со скандалами, с чем угодно, и это все потом клалось на полку, потому что денег на реализацию этого не было. То Олимпиада, то какие-то космические программы, то еще что-нибудь, то ядерный щит Родины и так далее. И это все, в общем, выбивало деньги из вот этого среднего слоя промышленности, легкой промышленности и так далее. И это не реализовывалось, это надо было списывать. Вот интересно, когда через несколько лет стали появляться новые институты государственного управления, как эта инвентаризация отразилась на использовании земли, на институте частной собственности, на учете этих объектов? Я не могу, так сказать, документально вам сказать, отразилось вот так-то, так-то. Отразилось, безусловно. И на сегодняшний день нужно сказать, что никакого планового развития города не существует. Никакого планового развития экономики не существует. То есть, может быть, словесные модели какие-то. Давайте развивать туризм, давайте развивать высокое машиностроение, какое-то энергосберегание и так далее. Это все лозунги, которые существуют. Но директив от этого не происходит. Почему? Потому что государство не финансирует промышленность, оно все отдало в частные руки. А частные руки ищут, где выгодно. И в городе практически сегодня промышленность не строится. Она строится либо за городом на свободных территориях, либо еще. А вот эти все территории, которые предназначались для промышленного строительства, они все в основном ушли в жилищное строительство. Во-первых, многие предприятия проданы были, и большие довольно предприятия были проданы, вы это знаете. И территории их, они расчищенные, та же электросила, Московский район. Слева и справа огромные массивы жилья. Они где, на чем построены? Построены на заводских территориях, которых просто больше нет, они никому не нужны. Они убыточными были сами по себе, эти предприятия с самого начала своего существования, но государство на это закрывало глаза. А сейчас, когда рынок на дворе, и эта продукция не конкурентоспособна, они, в общем,
выходят из бизнеса, что называется. Все идут на ощупь. Это, наверное, разговор, может быть, для какого-то следующего вопроса вашего, но, в общем, жизнь пока такая. Ничего твердого пока нет. Мы находимся рядом с территорией, которая будет намытой, где будет большая застройка. В последнее время застройка в Санкт-Петербурге в таких периферийных частях называется массовой, несмотря на то, что это не типовое строительство, да, но оно достаточно однообразно. Поэтому интересно узнать ваше мнение, как архитектор, который работал в Ленни проект и сталкивался все-таки с проектированием массовым с точки зрения панельного домостроения. Было ли тогда, может быть, уже в конце вашей работы в Ленни проекте ощущение у архитекторов, что вот этот сегмент жилой недвижимости массового характера, он перейдет в коммерческий сектор? Были ли они готовы к этому? То, что не проектные институты будут проектировать такие большие территории жилые, а это будут частные компании, частные фирмы и совсем другой процесс организации. Ну, во-первых, нужно сказать, что все эти частные компании, в основном те, которые на виду и те, которые сегодня реально работают, практически они созданы теми самыми бывшими сотрудниками Ленни проекта, Ленснепа и, наверное, еще парочки таких крупных проектных институтов, которые, собственно, тогда и существовали в советское время. И эти люди, естественно, обрели опыт проектирования того времени. Ну, и потом, знаете, жилье как типология, как тип сооружения, ну, он не сильно изменился. Мы в Советском Союзе тогда, проектируя, работая над вот этими обжатыми до предела зданиями, проектами, квартирками и так далее, мы думали и мечтали, что когда-то наступит вот такое время, когда мы будем проектировать другое жилье. Ну, в общем, оказалось, что экономика в любом проекте, в любое время, в любой социальной или экономической системе имеет серьезное значение. Поэтому, когда население богато, оно и востребует какие-то богатые квартиры, большие квартиры. Когда покупательная способность начинает падать, квартиры становятся меньше. И здесь такие качели, они все время, просто они не меняются каждый год, но в общем, десятилетия от десятилетия меняются. Но в целом, я думаю, что сегодняшнее жилье практически ничем не отличается от того, что делали в панельное время. Ну, другое дело, что панелей нет сегодня, это очевидно, хотя они тоже уже есть, есть комбинаты, которые это тоже производят, опять же, с точки зрения выгоды строительства. Что касается размеров квартир, не говоря об элитном секторе, там, или, они появились, кстати говоря, вот эти сектора разных типов квартир. Но если говорить о среднем, таком массовом строительстве, то, в общем, квартира не отличается. Высота этажей стала чуть-чуть больше. Ну, в общем, знаете, в целом это похоже, это все похоже так или иначе, потому что экономика, как у государства была, меньше вложить, больше дать, так, собственно, у частного инвестора. Меньше вложить, больше получить. Система воспроизвела себя. Система, в общем, воспроизвела себя, безусловно, да, конечно. Интересное время, Олег Андреевич. Формировались вот эти вот новые институты государственного управления, да. И появилась частная собственность. Да. Вот как это было на практике? Вот получается, все было общее. С объектами недвижимости вы только что рассказали, как ситуация обстояла. И вдруг это все меняется. Да, вдруг необходимо вести учет, появляются какие-то новые игроки, формируется рынок. Как это все было? Формирование рынка заняло несколько лет. Прежде всего, нужно было изменить законодательство. Еще в роли заместителя главного архитектора я принимал огромное количество иностранцев. Первыми появились иностранцы, потому что наших практически не было с деньгами, никого. Инвесторов. Не было их. Ну как это? Ну вот потом они появились немножко, выползли из каких-то, так сказать, щелей немножко, те люди, которые подкопили деньги. А сначала были иностранцы, которые, свято верили, наивно, может быть, верили в то, что вот Советский Союз рухнул, новая Россия это шикарный совершенно плацдарм для инвестиций, где ничего нет, ничего не хватает, и можно строить бензоколонки, можно строить гостиницы, можно строить то, все, значит, и нужно сюда приехать обязательно.
Они приезжали, они нас начали учить жить, между прочим, и мы от них многому научились. Они нас возили к себе. Ничего корыстного в этом, ничего коррумпированного, никакой там, так сказать, опасности для мировоззрения не было, у меня лично, по крайней мере. Но опыт появлялся. Я видел эти западные города, я видел, как принимаются там решения. У нас были встречи в Стокгольме, там, допустим, с людьми, которые вообще принимают, ну, те, кто занимается генеральным планом города, те, кто занимается принятием решений в Париже, в Америке, в Нью-Йорке мне показывали, как, собственно, они занимаются Нью-Йорком и так далее. Мы этому учились. Но вот они первыми же и испытали ужас от того, что они поняли, что вообще они сюда не смогут ничего инвестировать, потому что их банки никогда не дадут им кредит. Вот самое главное – это вопрос о земле. Как банки спрашивают, а чья это земля? Это она ваша? Тогда мы дадим вам кредит под стоимость земли. А где гарантии, что это зарегистрировано? И так далее. То есть отсутствовала полностью цивилизованная система учета земли, учета сделок, гарантий, финансовых гарантий и так далее, и так далее. Это прав собственности, прав аренды и прочее. То есть вот эти все формы, их надо было создать и надо было внедрить в государство. Надо сказать, что это было сделано блестяще. Капитализм строился, и те, кто этим процессом управлял, они работали, их учили американцы, огромные американские вложения. Вот сейчас вот много там по этому поводу, там, так сказать, разговоров. Это были профессиональные усилия огромного количества мирового сообщества в том, чтобы Россию переформатировать в этом плане. И это очень важно, потому что у нас отсутствовали эти институты просто. Дальше, у нас отсутствовали технологии топосъемки. У нас она была доморощенная, она у нас была бумажная. Знаете, вот, ну как сказать, вот, генеральный план города был весь на планшетах, вот так 500 на 500 миллиметров. Бумага была из нержавеющей стали. Бумага была наклеена на эти планшеты, и они все были пронумерованы, и они все вот так стыковались между собой. Почему на нержавеющей стали? Потому что у нее усадка была маленькая, потому что размеры улиц, расстояние между реперными точками и прочее, все бралось штангенциркулем или линейкой. У нас не было электроники никакой, абсолютно. И ее не было нигде, и в этой отрасли тоже. Вся эта геометрия Земли у нас полностью была, вот как я говорю, в бумажном виде. И это тоже было сделано тогда же. Были переведены все наши институты землеустройства, измерения земли, регистрации всех этих собственности участков, границ участков. Была введена вот эта система, как они называются, кадастрирования земли. Это все было, это все происходило вот тогда. Без этого никаких инвестиций в город, ничего сделать было невозможно. Только разве что рискнуть своими деньгами. Вот у меня в кармане деньги есть, вот это вот мой участок, я пойду и там, и, значит, закажу архитекторам, они мне сделают проект, а потом трава не расти, что называется. Как это будет зарегистрировано, собственность, не собственность. Зато сейчас это все есть в избытке, и сейчас вообще шага нельзя вступить, чтобы не наткнуться на какую-то систему, которая контроля, трижды контроля, дважды контроля там, и прочее, прочее. Сколько времени заняло для того, чтобы 5-6 лет. Вот эти вот инвесторы западные, да, они смогли действительно войти в сделку? 5-6 лет. Они входили, вот у нас же были проекты такие, например, как реконструкция гостиницы «Астория», реконструкция гостиницы «Европа», реконструкция гостиницы, строительство вот этого Невского паласа, комплекс, да, Невский палас. Они были, эти проекты, они были еще до того, как мы... во-первых, они появились еще в советское время, как ни странно, эти объекты. И они продолжались под гарантией государства. Государство заявляло себя собственником, и иностранцы верили в это. Но там инвесторами, как правило, были, опять же, государства наши. Как правило, хотя иностранцы вносили туда свои технологии, проектировали, помогали нам проектировать там, и так далее, и так далее. Вот первые проекты с западным капиталом в Санкт-Петербурге, это что? Ну, в основном это гостиницы, конечно. В основном это гостиницы, жилья. Финны стали приезжать, строить жилье, они учредили. Первыми вообще реальными инвесторами были финны, потому что мы им были более понятны, риски сводились к минимуму. Вот эти фирмы типа Хака,
крупные фирмы, которые и до этого имели какие-то подрядные заказы здесь от какого-нибудь интуриста или еще что-нибудь, они первыми осмелели и приходили сюда. В основном в гостиницы и в торговлю. Ну а самые массовые инвестиции, они шли в автомобильные. Понимаете, автомобиль — это один из главных, обожаемых предметов потребления любого народа. И русского в том числе, и там американского, и какого угодно. А у нас автомобильная инфраструктура полностью отсутствовала, полностью. Были заправки, но знаете, их можно было, все знали их наперечет. Сколько их было там, 7, 8, 10, 20, может быть, в городе было. Очереди были на заправке? Конечно, очереди были всегда. Во-первых, машин было меньше. А во-вторых, конечно, первыми начали строить заправки и начали строить магазины по продаже автомобилей, обслуживанию их. Это первые инвестиции, по существу, были, в том числе. Те технологии, которые вы перечислили, наверное, были использованы для генерального плана 2005 года, в подготовке которого вы участвовали. Это был новый формат документа. Какие задачи тогда ставились перед генеральным планом? Главная задача была продлить жизнь базового документа, потому что все градостроительство законодательно строится на фундаменте генерального плана. От него дальше идут вот эти вверх слои, следующие и так далее, и так далее. Не будет генерального плана, юридически утвержденного, не будет ничего. Все остальные документы, пшик, они развалятся. Они не будут иметь юридической силы. Поэтому в 2005 году нужно было сделать новый генеральный план, юридически ему дать вторую жизнь. Стало понятно еще в конце 90-х, что никто нам не поможет его создать из вышележащих, рядом стоящих, там и каких угодно органов, потому что никто не знает, собственно, что с ним делать. И кроме нас, кроме градостроителей того времени, нам не на кого рассчитывать. Никто не даст директивы, никто не укажет, куда бежать, никто не укажет, где там пробить или новый мост, или какая будет промышленность. Никто этого не сделает. И сколько будет народу, и сколько завезут, или сколько приедет в город народу, и сколько будет инвестиций. Поэтому мы поняли, что нам придется выкарабкиваться самим. Документ должен был быть, документ полноценный, документ, который будет означать, что, в общем, деньги город потратил не зря. Документ, который будет принят той верхней, так сказать, властью федеральной, потому что они рассматривают генеральный план, поскольку есть же моменты увязки федеральных программ, и федеральных моментов, и наших локальных. Мы много раз сидели с Институтом генерального плана, много раз обсуждали это все. Дело в том, что предыдущий генеральный план, он вообще был на Ленинград и Ленинградскую область, по которому мы жили. Но Ленинградская область отделилась, она превратилась в отдельный субъект федерации, у нее появились свои собственные планы. Об этом я мог бы говорить часами, о том, как это вообще неправильно, неприятно, и почему мы до сих пор вообще не наладили по этому поводу никаких взаимодействий. И сегодня рядом с Петербургом растет новый город, будет расти, и еще неизвестно, который из них окажется больше по территории. Значит, что касается того генерального плана, мы решили, что мы в новом генеральном плане определим векторы развития. Значит, для нас было очевидно, что, получив всю статистику, скажем, западных больших цифр, макроцифр, как живет, собственно, город, как живет население в условиях капитализма, в условиях рыночной экономики, мы сможем сравнить с нашими и сможем определить вектор, от чего нам недостает. Потому что нам было понятно, что неизбежно, если уж у нас капитализм, если уж мы перешли на рыночные отношения, то у нас и возникнет спрос на рыночные отношения по поводу земли, по поводу инвестиций и всего остального. Я произносил очень часто эту фразу, сидя во главе стола, я говорил: ребята, нужно понимать, что мы жили с вами очень долго в экономике распределения. Я уже объяснял, я уже говорил вам, почему экономика распределения. Государство все обменивало на лояльность и распределяло как могло, что у него было, что называется, чем могу, вот вам, всем по детскому садику и так далее.
что сейчас мы переходим. Капитализм – это общество потребления. Там было распределение, здесь условия спроса. Есть у тебя деньги, покупаешь машину, есть у тебя деньги, покупаешь квартиру, есть у тебя деньги, строишь огромную квартиру, строишь 3 квартиры. Это абсолютно все меняет. Следовательно, разница между социалистическим образом жизни, капиталистическим образом жизни, рыночным образом жизни, он начнет изменяться. В какую сторону? В сторону количественную, безусловно. Количественный фактор очень важный. Он будет отражать. Температура. Градусник поставил, получил градусы. Так же точно мы стали ставить этот градусник. Смотрите, у нас, допустим, обеспеченность жильем было 21 квадратный метр на человека. В новом генеральном плане мы сосчитали, что прикинули, мы посмотрели, в Хельсинки 34-36, да, там, в Париже там 40 с лишним. Ну так они живут, у них по-другому они живут немножко, за счет, может быть, старых домов. Ну, статистику они же не передергивают, но у них такие цифры. У американцев вообще там может быть по 90 метров в этих самых, у фермеров. Но они показывают эти цифры тоже. Значит, если мы говорим о крупном городе, то мы говорим о том, что жизнеобеспечение жильем будет серьезным. Вот это был вектор. Значит, разница составляла миллионы квадратных метров на срок действия генерального плана. Значит, это миллионы нужно найти. Дальше мы считали промышленность. А какая промышленность помрет, а какая промышленность войдет в город? Понятно, что вся тяжелая промышленность помрет, понятно, что она не конкурентоспособна, понятно, что предприятия, которые производят продукцию на дорогой земле, у которой появилась реальная стоимость, они должны за нее платить или выкупить по рыночной стоимости, или платить аренду за нее. Это же все начинает работать. Вот эти факторы рыночности, они начинают работать, факторы капитализма. Дальше инфраструктуру нужно создавать. А во что будет город вкладывать? Город будет вкладывать только в инфраструктуру. Он не будет вкладывать в жилье больше, он не будет вкладывать в поликлиники. Город даже исхитрился, он заставил частных инвесторов сегодня строить школы и детские сады, и потом это передаривать городу. Получается, вот этот подход с генеральным планом, он до сих пор является основой для последующих актуализаций он сейчас такой же, да. генерального Он сейчас плана. такой же. Лозунгов чуть-чуть побольше. Они стали покрасивее, поцветистее, но в принципе новый генеральный план, он примерно такой же. Потом же стало понятно, например, что сейчас вот в этом периоде времени, в этой экономике, в этом государстве, в котором меняются производительные силы, они перемещаются в другие регионы и прочее, Петербург как центр промышленности, он иссякает в этом плане. Значит, крупные предприятия уходят. Ну, не секрет, что уходят даже те, которые производят какие-то энергетические машины там, и прочее. Они уходят из города, им невыгодно здесь быть. И все это будет заменяться жильем. И основной инвестиционный объект – это жилье. Потому что жилье построил сегодня, продал и получил прибыль. Ничего другого нет. У нас нет даже большого делового центра, его до сих пор нет. Он должен был у нас появиться. Он сейчас у нас появляется, намек на него появляется рядом с этой башней «Газпрома». Может быть, если город решится начать там какой-то создавать такой даунтаун, может быть, появится у нас деловой центр, как он есть там, не знаю, в Вене, в Мадриде, в Париже, в Лондоне. Есть эти деловые центры. А у нас жизнь промышленности, жизнь деловая, она не очень активна, и она еще пока не прессует городскую власть на появление такого вот какой-то конгломерации такой. Мы стоим рядом с западным скоростным диаметром, автором которого вы являетесь, Олег Андреевич. Расскажите, пожалуйста, как появилась идея? Ну, интересный вопрос на полчаса разговоров, может быть, даже на больше, и вопрос на книгу об этом, но попробую коротко. Западный скоростной диаметр появился тогда, именно этот западный скоростной диаметр, именно в его вот этой прокладке он появился в период, когда город готовил заявочную книгу для приглашения Олимпиады, летней Олимпиады 2004 года. Именно тогда, в общем, мы искали схему размещения олимпийских объектов, и когда, так сказать, собрали и определили какие-то зоны, где мы можем строить олимпийскую деревню, где будет главный стадион Олимпиады. К этому времени я посетил несколько крупных городов, скажем, Сеул, Афины, Барселону. Во время этих поездок стало понятно, что, конечно, Олимпиаду провести в таком крупном городе
не имея очень жесткой такой, я бы сказал, комфортной связи аэропорта со всеми этими зонами проведения спортивных соревнований, размещения спортсооружений, в общем-то, неправильно. Нужно иметь такую зону. И, в общем, я задумался тогда, и где-то буквально за какое-то очень короткое время просто на кальке нарисовал, положил кальку на такую карту города, купленную в киоске, и просто нарисовал линию, показывая, как эта линия может пройти по городу. Показал ее мэру города, показал потом, в общем, своим коллегам, и как-то это прижилось, и, в общем, было принято с Олимпийским комитетом на ура. Нам сказали: окей, с такой заявкой вы сможете всерьез претендовать. И, в общем, она была прорисована тщательно и вошла в основу нашего заявочного предложения. Потом, когда мы не получили Олимпиаду, казалось, что эта идея умрет, но нашлись другие люди, у которых был федеральный опыт мышления и федеральный опыт финансирования. Пришли ко мне, такой Алексей Алексеевич Большаков был, пришел ко мне как-то после своей работы в правительстве Черномырдина. И, в общем, сказал: знаешь, покажи мне хоть какой-то интересный в городе объект, такого масштабный, чтобы можно было вкладывать большие деньги в город, чтобы он рос и, в общем, развивался. И я ему тогда показал. У меня в кабинете на карте города была проложена тонкая красная линия. Он заинтересовался, в итоге была создана такая дирекция, которую возглавил Игорь Александрович Лукьянов. И, в общем, с этого момента, по существу, началась жизнь этого проекта. А потом нашлись способы его финансирования и так далее, и так далее. Ну, в общем, это все уже интересная история, но она уже о практической реализации. Поэтому, в какой-то степени я могу сказать, что являюсь отцом этой дороги, вообще этого проекта, потому что 1000 человек работали здесь, каждый решал свои задачи, связанные с землями, связанные с намывами, связанные с конструкциями, связанные с разработкой всех этих элементов и так далее. И каждый внес свое. Но вот я точно знаю, что был момент, когда этой дороги еще не существовало вообще ни в чьих мыслях. Была идея, в принципе, в генеральном плане города такой связи по западной стороне города, но она проходила не здесь. Она проходила примерно 2 километра туда южнее, секла просто вот так Крестовский остров, выходила на Петровский остров и потом входила туда, в улицу Кораблестроителей, и уходила под землю, примерно 8 километров такой был тоннель, она выходила уже в Адмиралтейском районе, и там, в общем, вливалась часть, одна ветка уходила на юго-запад, а вторая ветка уходила в Московский район. В общем, примерно вот такая идея была, но никакого отношения к этой редакции она не имела. Олег Андреевич, у нас есть сюрприз. Это книги. Ничего себе. Да, это книги с вашими рисунками. Здесь... Вам по цвету идут очень. Спасибо. Здесь есть в том числе рисунки, которые были вами созданы во время Олимпиады, когда вы были главным архитектором Олимпстрой. Вот, можете вспомнить, я держал что вы их в рисовали. руках, да, но интересно, откуда они у вас? Я штучно их вообще дарю как-то своим друзьям. У нас есть инсайдеры. Да, у вас есть, видимо, да. Олег подходцы. Андреевич, здесь есть рисунки, которые вы рисовали, будучи главным архитектором в Сочи. Не могу не задать вам вопрос, что это был за опыт. Огромная стройка, 1000 людей, тонны бетона. Вот с точки зрения вас, как руководителя этого архитектурного процесса, что это было? Ну, это было громадье, конечно. Я думаю, что в стране ничего подобного после Днепрогэса или после каких-то атомных проектов сибирских, ничего подобного не было. Когда в очень ограниченном пространстве огромные ресурсы были собраны, финансовые, материальные, когда люди из правительства, ну, собственно, один человек, это Дмитрий Николаевич Казак, который всем, собственно, этим руководил, они нам всегда говорили на любом совещании: Олимпиаду нельзя перенести ни на 1 минуту. Это будет международный скандал. Поэтому
Или вы можете делать и делаете, а не можете делать, уходите. Придут другие и будут делать. Но они должны будут это все сделать все равно. Вот, собственно, вот это была основная вот эта атмосфера. А дальше работа. Дальше работа, потому что у меня был опыт. Вы же знаете, что мы с 1995 года пытались как-то пригласить к себе летнюю Олимпиаду 2004 года. И мы делали заявочную книгу. И тогда еще в том правительстве, в котором работал, правительство Собчака, в котором работал и Владимир Владимирович Путин, и Яковлев, и Мутко, и я, и много других людей, мы тогда занимались созданием, вместе с швейцарцами, занимались созданием вот этой заявочной книги. И пытались получить к себе Олимпиаду. Вот тогда вот у меня получился этот опыт. А когда я в 2004 году ушел из должности и, в общем, занимался частной практикой, а меня потом неожиданно в 2009 году пригласили на это действие, на эту гигантскую стройку, то я не испугался. Меня пригласили, потому что у меня был опыт, он у меня действительно был. И я примерно понимал методы, как этим заниматься. И я знал, с кем я буду общаться, потому что половина тех, кто потом приезжал из МОКа, в общем, мне были знакомы так или иначе. Мы братались, и они у меня узнали по предыдущим нашим контактам. И это было интересно. Это был колоссальный опыт. В двух словах, что вы испытали в первый день открытия Олимпиады? Ну, облегчение, но облегчение, конечно, колоссальное. Но, понимаете, самое важное было не первый день, наверное, а последний. Последний день, когда уже закончились Паралимпийские игры, первые, значит, все так перекрестились, потому что ничего не упало, ничего нигде не рухнуло, ничего нигде не произошло. Все стояло, никакая дорога не провалилась, никакая крыша никуда не съехала, значит, никого снегом не... Это было самое главное вообще на самом деле, потому что строили, конечно, крепко, но строили быстро. И кто знает, что где, забыли, что где. Вот это было самое главное, наверное. Но меня радовали похвалы, меня радовали те реплики, которые тот же господин Бах по поводу архитектуры говорил. Понимаете, мы эту архитектуру сделали вопреки государству, собственно, потому что финансирование объектов шло по принципу, опять же, 94-го ФЗ, то есть чем меньше, тем лучше. Но, в общем, мне удалось вместе с архитекторами, которые занимались каждый вот отдельными объектами, все-таки выжать из этого максимум. И, в общем, все получилось довольно прилично, по-моему. Олег Андреевич, какие вызовы городского развития ждут Петербург в будущем? Ну, прежде всего, на мой взгляд, неурегулированность отношений с областью, потому что область такое искусственно созданная экономическая форма образования, цель развития которого мне не очень понятна. Они даже приняли решение поменять столицу на Гатчину, и теперь создается проект генерального плана Гатчины в расчете на то, что там будет жить 700 тысяч человек. Это огромная цифра, огромный город, это большой областной центр, по существу, по масштабам России, и он появится рядом с Петербургом. И эта неурегулированность, на мой взгляд, немножко катастрофична для города, потому что они будут жить своей жизнью, не вкладывая в нашу инфраструктуру. Собственно, как мы не вкладываем, допустим, в инфраструктуру дач, ну, город, я имею в виду, так и здесь. По-моему, это вызов серьезный. Чего не хватает градостроительной отрасли сегодня? Градостроительной отрасли не хватает серьезного вовлечения государства, включения государства в градорегулирование. Власть, сегодняшние политики не очень любят эту тему. Они считают, что рынок должен решить, где и что строить, и где и как строить. И мы всегда говорили еще тогда, еще в самом начале, мы говорили, что, ребята, город исчерпаем. Город исчерпаем, земли исчерпаемы. Если мы бездумно их расходуем, то завтра вы не найдете землю на что-то очень важное. Я убежден, что городу нужен деловой центр. Не политический, который там есть в Смольном и где-то вокруг, а деловой центр. Это центр, в котором стояли бы небоскребы, где возникала бы вот эта синергия деловой жизни, соседство лидеров бизнесов, и куда бы тянулись инвестиции, куда бы тянулись деньги. Городу не хватает его. Где его найти? Его нет. Эти территории под него не предусмотрены, инфраструктура, дорожная сеть не предусмотрена и так далее. Это вызов тоже городу на будущее. Вы знаете о городе больше, чем написано в книгах.
Можете вспомнить тот момент, когда город вас действительно удивил? Ну, наверное, когда я понял, что с центром города ничего не произойдет, сколько бы мы в нем ни строили, но желательно правильно строили, насколько он прочно задуман, создан пространственно, и насколько все это на века и красиво, и правильно. Вот, наверное, так. В чем архитектурный код Петербурга? Нет одного, но, наверное, если попытаться сводить к одному, то это композиционная целостность. Опять же, когда мы говорим про Петербург, я говорю только про историческую часть, потому что самого сегодня города, его в 20 раз больше, да, чем исторического города по территории. И, конечно, считать все это гигантской целостностью, и что у этого всего имеется код. Туда пытались внести код Петербурга, это регулярность, это прямолинейность, это перспективы, это завершенности перспектив, это какие-то композиционные центры площадей, что почти не было реализовано. Послевоенное время это реализовывалось замечательно, потому что еще доминировала какая-то вот эта вот идеология, когда архитектура признавалась как искусство, как часть идеологического кода страны вообще и сознания советского человека. Поэтому и появлялись Комсомольская площадь, предмостные площади вокзалов. Это все тоже соответствовало коду города. Вот эта распахнутость, раскрытость. А вот это все остальное, Гражданка, там Ржевка и прочее, это просто массы. Это просто массы, застройки, там нет. Там есть свой код определенный, но он уже это не код Петербурга, скорее. Ваше любимое место в Петербурге? Мое любимое место в Петербурге есть. Когда я за рулем, я выезжаю с Марсового поля, выезжаю на набережную, и я вижу перед собой собор Петра и Павла, Петропавловскую крепость и собор Петра и Павла. Он всегда разный. Я всегда пытаюсь запомнить эти сюжеты, но это поразительная картина на фоне неба, разного тоже неба. И днем, и вечером эта картинка очень красивая. Мне она очень нравится, я всегда испытываю огромное удовольствие от того, что я живу в этом городе, еще живу, и что я это вижу. Архитектура собора, может быть, имеет определенные недостатки, он немножко вторичен, так сказать, у него немножко с пропорциями, чуть-чуть он там, может быть, где-то кукольный, особенно сейчас, когда зачем-то подсветили вот это верхнее окошко под шпилем. Но как это делалось, так, когда это делалось, как этот шпиль это делали, это фантастика, конечно. Это такая сила духа, она для меня фантастическая. Сегодня это можно было запросто поставить. Но тогда, когда этого не было ничего, когда были только веревки, полиспаста и там, не знаю, и мужицкая сила, это гениальное сооружение, конечно. Вы много лет преподавали в Академии художеств и знаете не понаслышке о подготовке молодых архитекторов. Вот что вы можете сказать о том, чем их образование отличается от того образования, которое получили вы, и что вы умеете делать лучше, чем они? Ну, мы умеем лучше рисовать, чем они, потому что они почти не рисуют. Единицы из них только рисуют, продолжают эту какую-то традицию. И уходят, если они начинают обладать вот этим качеством, они, как правило, перестают заниматься большой архитектурой, а уходят вот в эти вот иллюстративно, прочее. Их хапают эти хорошие архитекторы. Давай, будешь мне иллюстрации делать проектом и так далее. У нас были очень хорошие учителя, которые еще были воспитаны теми хорошими традициями. И почему мое отношение, скажем, еще персонально к городу, честное отношение порядочного человека, отношение заботливое, отношение через понимание того, что есть какие-то главные интересы профессиональные у человека, даже если ты вот на таком посту находишься, они были привиты теми профессионалами, которые вот прошли из классицизма, прошли и сталинскую архитектуру, и, собственно, прошли войну, и пришли в город, и очень много делали для того, чтобы он развивался именно правильно. Сегодня, безусловно, точка зрения меняется, сегодня понятия правильности, цели, они немножко размыты,
И, безусловно, сегодня и власть, и архитектурная власть в том числе больше подыгрывают застройщику, чем это делали мы. А молодым архитекторам я бы пожелал как можно больше смотреть по сторонам, листать книги, запоминать. Но есть технологии, так сказать, забивания в голову себе образов, решений. Без этого архитектора не может быть. Велосипед изобретать невозможно на каждую минуту. Приходится, конечно, пользоваться большим багажом знаний, которые черпаешь из предыдущих эпох. Какой совет вы бы дали молодым специалистам, молодым профессионалам, которые хотят реализоваться в профессии? Работать, слушать папу и маму, не знаю, что еще могу сказать. Не знаю, тут сложно, понимаете. У меня молодые архитекторы работают, я с ними общаюсь, я вижу, что многие из них талантливые люди. Надо иметь здравый смысл, надо иметь кругозор, надо иметь понимание того, как устроена жизнь, надо иметь очень много знаний конкретных, чтобы стать хорошим архитектором. Я всегда студентам говорил, что у меня нет рецептов, как стать хорошим архитектором, потому что это труд. Это труд, который нужно делать каждый день. Вот и все, и постепенно открывать что-то, изучать. Все, наверное, не буду больше говорить. Олег Андреевич, спасибо вам за интересный разговор. Пожалуйста. Но мы еще многого с вами не обсудили.